Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу вам о том, как на кухне сделать красивый потолок из пластиковых панелей. У нас уже все есть, в принципе инструменты собраны, можно приступить к началу работы. Итак, приступим. Для начала нам понадобится строительный уровень, карандаш и рулетка. Теперь необходимо сделать по всему периметру помещения разметку, строго горизонтальную, чтобы потолок был ровный. Для этого отступаем от верхней части потолка 10 см, в зависимости от величины ваших внутренних светильников. У нас будут резные светильники, поэтому минимальный зазор 10 см, который нам понадобится для этого. Теперь нам понадобится уровень, и с помощью его, начиная от любого угла, желательно самого нижнего, который вам подойдет, отмеряем строгую горизонталь. Стараемся делать с минимальной погрешностью, потому что на противоположной стороне стены должны все эти две полоски наши соединиться в одну целую. Значит, мы сделали потолок правильно. После того, как сделаем должную разметку, берем профиль УД и начинаем его накручивать по этой линии. Продолжим работу. Вот у нас старый карниз, который прикручен к потолку на дюбель гвозди. Но здесь видно, крестообразная часть съедена, поэтому придется их высверлить. Для этого берем сверло по металлу и начинаем сверлить. После этого можно легко снять карниз. И видно дюбель, который остался в стене. Теперь берем рулетку, ножницы по металлу, карандаш и отмеряем на профиле УД. Вот он имеет такой профиль. Указано расстояние от стены до стены помещения. Отмеряем на профиле. Карандашом наносим метку. И теперь берем ножницы по металлу. Сначала обрезаем боковые ребра. После этого его заламываем и отрезаем тыльную часть. Вот такой кусочек остался. У нас были куски по 3 метра. Профиль продаются УД и ЦД, кратный. Есть по 3 метра, есть по 4 метра. В зависимости от геометрии помещения. Мы отрезали его. Теперь необходимо приложить его к метке на стенке и засверлить дюбель гвоздями. Для крепления профиля я использую ударный дюбель гвоздь 6 на 40. Это самый оптимальный вариант для крепких бетонных стен. Не очень большой и не очень маленький. Теперь берем диаметр сверла 6 мм и начинаем сверлить. Прикладываем профиль к стене по нашей метке и с помощью карандаша делаем разметку под отверстие в стене. По отверстиям профиля. Можно сразу сверлить стену, если у вас есть помощник. И есть кому его правильно продержать, можно сразу перфоратором просверлить насквозь в указанном месте. Но я работаю сам, поэтому делаю так. Прикладываем профиль к стене и забиваем пластмассовый дюбель молоточком. Внутрь вставляем металлическую часть гвоздика, прикладываем крестообразную отвертку. Вот, профиль установлен. То же самое делаем по периметру помещения. Профиль УД по периметру кухни закреплен.
Здесь есть маленький парапет. И пластиковый потолок будет где-то на сантиметр ниже профиля УД. Вот так вот получилось. Теперь необходимо взять профиль CD. Вот он у нас. Он тоже длиной по 3 метра идет, и 4 бывает. И теперь необходимо его так же само нарезать по ширине помещения и вставить его в профиль УД в торцах и закрепить маленькими саморезовыми бложками. Нужно учесть, что профиль CD должен идти перпендикулярно тому, как будет ложиться пластик. В нашем случае пластик будет ложиться поперек помещения, потому что если его ложить как положено вдоль по длине, то мы не сможем красиво обвести все эти трубы и парапет, в том числе и ту трубу. Начнем нарезку профиля CD. Завели профиль. Теперь необходимо взять две маленькие бложки шурупчиком и просверлить с двух сторон. Вот он закреплен. Теперь необходимо сделать то же самое с остальными. Расстояние между профилями CD равняется 60-70 сантиметров, в зависимости от кратности у вас помещений. Равномерно распределяем их по всей ширине. У меня вышло 70 сантиметров. Для пластика это не критично, поэтому по-любому ее вылезет. Обесточив сеть, отключаем светильник, люстру старую. Здесь будет подключение новых светильников, встроенных в потолок. Вот такая люстра идет в утиль. А сюда подключаем провод сечением 0,5 и на 4 лампочки этого хватит. Вот провод освещения прикручен к обжиму. Теперь необходимо вверху зачистить контакты алюминиевого провода и подключить этот обжим туда. Все, теперь провод подключен, к нему будем подключать наши врезные светильники. Это способ лучше через соединительную зажим, потому что если просто замотать, обычно сделать скрутку, то алюминий с медью может окисляться, и в дальнейшем контакт будет потерян. Немножечко загибаем вверх, чтобы он не мешал, и продолжаем делать каркас потолка. Теперь необходимо закрепить профиля CD профилем ES. ES это такая полоска, они бывают разной длины. В нашем случае здесь длина 12 сантиметров каждого ребра. Загибаем. И в таком положении прикручивается эта полоса к потолку и профилю CD. Теперь необходимо найти центр профиля. У нас это будет 141 сантиметр, вот центр. Отмечаем на потолке место крепления. И после этого с помощью карандаша намечаем места для отверстий. Сверлим перфоратором и крепим дюбелями. Теперь остается забить пластмассовые дюбеля.
Все. Теперь нужно выставить по горизонтали все профиля, чтобы они стали ровно, и закрепить на полоске ES. То же самое делаем со всеми профилями CD. Теперь необходимо с боковой стороны профиля CD зафиксировать его профилю ES. Для этого берутся те же бложки и крутятся. Профиль CD закреплен к потолку и теперь никуда уже не денется. Мешающие части профиля ES загибаем кверху. Они здесь мешать не будут. Приступим к остальным профилям потолка. Каркас для нашего пластикового потолка готов. Все на своих местах. Теперь начнем нашивать пластик. Для начала необходимо пришить пластик П-образный. Вот я уже с одной стороны это сделал. С помощью блошек прикручивается он до П-образного профиля УД. В непорезанном виде замеряем расстояние и также режем его с помощью ножниц по металлу. Отмеряем необходимое расстояние с помощью рулетки. Необходимый наш размер. И прикручиваем его к профилю, заведя один профиль под другой. Оно стягивается вместе, в том числе и профиль УД. Расстояние между саморезами примерно 30 сантиметров. Вот таким образом по всему периметру проходимся и прикручиваем П-образный пластиковый профиль. После того, как П-образный профиль пластиковый прикручен по периметру, начинаем крепить пластик. Для этого берем полосы пластика, замеряем посадочную ширину от края до края и делаем вырезы под все трубы и проемы, которые есть у нас в потолке. Продолжим. Я пилю электролобзиком. С помощью рулетки и карандаша отмеряем необходимую длину. Угол света нужно иметь строго 90 градусов, поэтому прикладываем угольник и под углом 90 градусов чертим прямую. Когда прямая начерчена, берем электролобзик и делаем запил. Главное, электролобзик берется средним и мелким зубом для того, чтобы было меньше сколов на пластике, он легче входил в П-образный профиль. Вот мы обрезали длину, теперь проведем разметку, где будут трубы, и вырежем также лобзиком для нее отверстие. Там очень тоненькая работа, нужно сделать все, чтобы было подогнано и не было щели между трубой и пластиком. Теперь необходимо завести пластик в П-образный профиль. Для этого я еще использую уголок, тот же самый угольник, им очень хорошо помогает вводить пластик. Вот таким образом задвигаем его на свое место. После того, как пластик зашел в свой паз П-образный, берем ложки и прикручиваем на каждом профиле УД и CD по одной штуке.
Ну вот, наш потолок готов, пластиковый. Мы справились за один день. В принципе, это самая чистая работа, потому что очень мало пыли летит, и мы не сильно грязные. Теперь необходимо провести окончательную доводку потолка, чтобы он был идеально ровный. Для этого используем белый санитарный силикон и необходима тряпочка или газетка для того, чтобы утирать руки. В тех местах, например, где труба выходит с потолка, необходимо взять силикон и аккуратненько промазать все дыры, которые не заполнены пластиком. Это нас спасет от многих проблем с тараканами и прочей гадостью, которые могут оттуда лезть. Если вдруг надо будет менять трубу, то этот силикон легко выймется, как резиновая пробка, и можно будет без проблем менять трубу стояка. Вот так мы подмажем. Теперь то же самое сделаем со всеми частями нашего потолка. Вот такой получился пластиковый потолок. Вот так симпатично получилось. В таком плане. На стыках труб замазано силиконом. Тараканы туда больше не прорвутся. Очень симпатичный. А главное, то своими руками. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как можно своими руками сделать красивый пластиковый потолок по минимальным ценам и не вызывая мастера. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, замечания, предложения. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.